Застой желчи. Зачем нам нужен желчный пузырь и что он делает? Желчь нам нужна для переваривания пищи. Она растворяет жиры, стимулирует выработку поджелудочного сока. Стимуляция желчного пузыря происходит, когда жирная пища попадает в просвет двенадцатиперстной кишки. Из ее стенки выделяется гормон холецистокинин, и этот гормон приводит к сокращению желчного пузыря, и происходит отток желчи в просвет двенадцатиперстной кишки. Желчь вырабатывается клетками печени и по внутрипеченочным и внепеченочным протокам попадает в желчный пузырь, и там она концентрируется. И поэтому в тибетской медицине желчный пузырь ассоциируется с мешочком со специями, которые помогают переваривать пищу. В конце этого ролика я вам покажу две точки, нажимая на которые вы можете улучшить отток желчи. Как понять, что у тебя застой желчи? Здесь бывает острый застой желчи, как перекрытие оттока желчи, и бывает хронический застой желчи. При остром любой человек сразу поймет, потому что в сутки у человека вырабатывается примерно 600 мл желчи. Если по каким-то причинам, чаще всего желчекаменная болезнь, камень идет в проток и закрывает проток, и тогда прекращается отток желчи. И, конечно, желчь продолжает вырабатываться и начинает набухать желчный пузырь и протоки желчевыводящие, что вызывает очень сильную боль. Многие пациенты эту боль характеризуют, как будто изнутри 100 собак тебя кусают. Если вдруг этот камень закрывает желчевыводящий проток после соединения общего желчевыводящего протока и протока поджелудочной железы, то идет заброс желчи в поджелудочную железу и активизируется выработка сока поджелудочной железы. И этот сок поджелудочной железы как бы начинает переваривать свою железу. И это заканчивается острым панкреатитом. Это очень опасно для жизни, и это очень больно. И еще различные опухоли поджелудочной железы могут придавить общий желчный проток, и тоже происходит застой желчи. И все это я говорю о механическом застое желчи, то есть о механической желтухе. Характеризуется тем, что желтеют глаза, лицо, белеет кал, потому что билирубин не выходит из желчи и не образуется эстеркобилин, который красит кал, темнеет моча и может быть нестерпимый зуд начаться. Это происходит из-за того, что желчные кислоты попадают в кровь, и они вызывают зуд. И такой застой желчи любой человек без помощи врача может у себя обнаружить и определить. И, конечно, существует хронический застой желчи. Первый. Я хочу отметить, хронический застой желчи возникает у людей, кто пренебрегает завтраком, так как за ночь наша желчь в пузыре концентрируется, и утром нужно съесть что-то жирное, поэтому в тибетской медицине говорят, главный продукт завтрака – это жиры, чтобы желчь опорожнилась, высвободилась. Но если мы этого не делаем, желчь начинает сгущаться и возникают застойные процессы в пузыре. Но и у людей, кто не питается по времени, не соблюдает режим питания, тоже постепенно, годами возникают застойные процессы в желчном пузыре. Еще к застою желчи приводят дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря. Это всевозможные загибы, перегибы желчи и желчевыводящих протоков. Дорогие друзья, небольшая новость. С 1 августа у меня начинается курс «Интервальное голодание». Записаться вы можете по ссылке в описании или в первом комментарии. Чем опасен застой желчи? Есть два пути образования камней в желчном пузыре. Первый – это тогда, когда меняется состав желчи, когда в желчи становится много холестерина, и этот холестерин начинает кристаллизироваться и оседать на стенках желчного пузыря, тем самым начинает образовывать сладж, в дальнейшем кальцинируется и образуются холестериновые камни. Это происходит только в том случае, когда меняется состав желчи. А состав желчи меняется, когда возникает застой желчи. И второй путь – образование билирубиновых камней, когда в организме повышается уровень билирубина, это может быть цирроз печени и так далее. Билирубин начинает накапливаться также на стенках желчного пузыря и образуется в камни.
Хронический застой желчи в тибетской медицине лечится очень быстро и эффективно. Существует множество травяных сборов, которые улучшают отток желчи. Но если у вас желчекаменная болезнь, то врач тибетской медицины обязательно попросит у вас УЗИ желчного пузыря. Если на УЗИ желчного пузыря не видно эхогенности этих камней, то любой доктор тибетской медицины вам может растворить эти камни. Но если эхогенность повышена и камни стали уже твердые, то есть давно они у вас накапливаются больше 5-10 лет, то, скорее всего, ничто не растворит эти камни. И здесь я хочу сказать, что ни в коем случае, если у вас желчекаменная болезнь, не нужно самим пытаться гнать желчь. Это очень опасно. Про опасность застревания камней в желчевыводящих протоках я рассказал в начале этого ролика. Это очень больно и это очень опасно для жизни. Полезные рекомендации для улучшения оттока желчи. Первое. Это питье горячей воды перед едой. Это очень простой, но очень эффективный способ профилактики застоя желчи. Второй. Не пренебрегать завтраком. И за завтраком есть жирную пищу, чтобы концентрированную за ночь желчь вывести. Третье. Физическая активность. Когда мы двигаемся, у нас очень хорошо вырабатывается и выделяется желчь. Четвертое. Применение согревающих специй в еду. Имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Все эти специи улучшают работу желчи. И напоследок я хочу вам показать две точки, которые нужно массировать для того, чтобы всегда иметь хороший отток желчи. Первая точка, точка печени. Мы ощущаем вот так ключицу. Начинаем постепенно по краю грудину продвигаться вниз. Первая впадина, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот здесь чуть-чуть от края грудины справа эта точка. Она у многих людей немного болезненная. Я вот у себя поймал, ощутил и чувствую боль. Немного такая приятная боль. Это точка печени. Если будете массировать по часовой стрелке, нажимая не так сильно, но и не так легко, средне, и при этом дышать равномерно, но не нужно это делать более 1 минуты. Вторая точка, также по этой линии продвигаемся вниз, находим мечевидный отросток грудины и начало реберной дуги, вот так реберная дуга идет, и у края реберной дуги, вот где от мечевидного отростка отступает где-то 2 пальца или 1,5, прямо к ребру нужно прижать, здесь точка желчи, желчного пузыря. Здесь нужно эту точку массировать также по часовой стрелке, чтобы улучшился отток желчи. Это можно делать за несколько минут до еды, или это можно делать, когда вы ощущаете какой-то дискомфорт в правом подреберье. Если вы будете это делать регулярно, то у вас не будет застоя желчи. Будьте здоровы!